Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как вы должны правильно избавляться от старых вещей, чтобы убрать негатив из своего дома, а с ними проблемы и всевозможные неприятности. Обязательно просмотрите, друзья, это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас. Вы знаете, очень важно для того, чтобы энергии в доме не нарушались, и, соответственно, нужно окружать себя энергетически правильными вещами. Ведь вы знаете, что любая вещь или предмет, они способны притягивать различные энергии. И очень важно, чтобы эти энергии были только положительными, так как от этого зависит то, что вы будете иметь в своей жизни и какие события сможете притянуть. Поэтому вам нужно время избавляться от ненужного хлама и старых вещей. К сожалению, есть люди, которые не понимают, что такие вещи мешают им получать нужные энергии и жалеют даже расставаться с ними. Они только больше себя этим окружают, и в результате их жизнь начинает наполняться различными неприятностями и, возможно, нехорошими событиями. Что же относится к хламу? Часто люди задаются этим вопросом и считают, что хлам – это то, что разваливается или полностью, например, в дырках. Но это совсем неправильное восприятие. На самом деле к нему можно отнести даже новый какой-то утварь, технику, даже то, что лежит у вас дома без дела и только заставляет ваше пространство, тем самым мешая энергиям свободно передвигаться по вашему дому. Итак, к каким же вещам относится все, что лежит без дела, что вам не нравится или было подарено людьми, которые не чистосердечно к вам относятся? Во-первых, то, что осталось вам по наследству, но не доставляет вам удовольствия, также нужно убрать из дома. То, что морально устарело, вы никогда не будете это использовать в будущем. Вещи, о которых вы забываете, а вспоминаете о них только тогда, когда начинаете перебирать шкафы. А достав из шкафа, вы испытываете какое-то неудовлетворение, расстраиваетесь, и вам от этого дискомфортно. Одежда, которая не подходит вам по размерам, которая вышла из моды, имеет дырочки, повреждения, и одевая которую вы, возможно, испытываете какие-либо негативные эмоции. Далее поломанные, надбитые, поцарапанные, потертые вещи также не должны находиться в вашем доме. Если вы не умеете с легкостью расставаться с такими вещами, задумайтесь о том, готовы ли вы остаться без положительных энергий, поменять приятные события на неудачи, которые будут наполнять вашу жизнь. Насколько ли необходима вам эта вещь? Как часто вы ней пользуетесь? И стоит ли эта вещь того, что вы, одевая ее или взяв ее в руки, вы будете испытывать неприятные эмоции и ощущения? Когда вы начнете отвечать на такие вопросы, вы увидите, что вы начнете многое осознавать и сами захотите избавиться от этого груза, который постоянно тянет вас назад. Ну а чтобы правильно подготовиться к тому, чтобы расстаться с ненужными вещами, выберите день, и даже если у вас не будет настроения или желания, вы должны к этому приступить, не откладывая. Ну а чтобы подстегнуть себя к этому и чтобы у вас не было возможности сделать шаг назад, возьмите накануне вечером щепотку молотого лаврового листа, откройте окно и киньте его в него со следующими словами: «Лавровый лист кидаю, этап новый начинаю. Для энергий положительных место освобождаю. Если этот шанс упущу, на прежнее место сойду и уже ничего не изменю. Поэтому вперед шагаю и ни на шаг назад не отступаю». Помните, проделав это, вы должны обязательно начать делать то, что задумали, иначе просто таким образом можете притянуть к себе неудачи и проблемы.
Приступив, никогда не планируйте все сделать за один раз. Начните изначально все сортировать. Избавляйтесь первым делом от самого ненужного. Сделав это один раз, вы будете стремиться освободить больше и больше пространства вокруг себя, запустив больше и больше положительных энергий. Когда вы это будете делать, также представляете взаимозаменяемость. Допустим, вы выкинули старый утюг, но на его место должен появиться новый и современный. Выкинули платье, которое не носили уже много лет, представьте, как вместо него покупаете, например, себе красивое и дорогое платье. Вы удивитесь, но вы не будете ощущать грусть, а наоборот, у вас будет улучшаться настроение, и чем вы больше будете освобождать себя и свое жилье от ненужных вещей, тем больше оно будет улучшаться, а приятные события будут как можно чаще случаться. Избавляясь от вещей правильно, вы и опомниться не успеете, как у вас начнут появляться деньги, на которые вы сможете приобрести новые вещи и получать положительные эмоции от всего того, что в дальнейшем будет вас окружать. Но, пожалуйста, не бросайтесь в покупки с головой, не имейте привычку скапливать ненужные вещи, так как эта привычка очень быстро вернет вас на начальное место, с которого вы начинали, и вокруг вас вновь начнет образовываться энергетический застой. Уют, который начнет проявляться после того, как вы избавитесь от ненужных вещей, вас очень порадует. А вещи, которые придут на место старых, будут помогать вам ощущать силу и уверенность в себе, наполнять ваш дом хорошей энергетикой. Когда вы избавитесь от ненужных вещей, проведите в доме ритуал по очистке и привлечению особой энергетики в ваш дом. Для этого вам понадобится 7 лавровых листьев, блюдце с солью. Листья корешками вниз по кругу установите в соль, а носики им подожгите и так обойдите по кругу весь ваш дом, окуривая его и при этом проговаривайте такие слова: «Соль, все плохое из моего дома убери, в себя его вбери и обратно не отпусти». Лавровые листья энергии нехорошие собирайте и распространяться им больше не давайте. Для нужных энергий и новых вещей в доме моем место освобождайте. После этого листьям дайте догореть, смойте соль, их выбросите. Затем возьмите блюдце, наполните его сахаром. Сделайте круг из эфирного масла пачули, а вовнутрь круга установите палочку из корицы и обойдите весь ваш дом снова. При этом уже проговаривайте другие слова. Счастье, удачу, деньги в дом привлекаю, только светлыми энергиями его заполняю. Все, что задумаю, получаю, и энергетику жилья с каждым днем укрепляю. Сахар, все это приумножай и привлекай, по дому распространяй. Разложите на подоконнике сахар из блюдца на 3 дня, а палочку корицы положите возле входной двери. По истечению времени соберите все и вынесите на улицу. Киньте через ваше правое плечо, проговорив следующие слова: «Все, что позвало в жизнь мою, приходи, светлыми энергиями все заполни». Проделав это, вы увидите, как в вашей жизни начнут происходить обязательно приятные события.